Ребята, всем привет! И я поздравляю вас с наступившим Новым годом. А сегодняшнюю серию я хочу посвятить как раз-таки символу этого года. Это вот этому металлическому бычку. Итак, поехали! Ну а перед началом работы я хочу посоветовать интернет-магазин сборных моделей и комплектующих к ним «Я моделист». Огромный ассортимент товаров для любимого хобби, быстрая доставка по регионам, а также доставка собственной курьерской службы по Москве и Московской области на следующий день после оформления заказа, доступные цены, а также консультация специалистов. Итак, давайте посмотрим сначала на бокс-арт. И здесь изображен автомобиль, а за рулем собственно, волк из мультика «Волк и теленок». Помните, где потом маленький теленок вырос во здорового быка и назвал волка Папаней? Вот, довольно-таки веселый советский мультфильм. Меж тем АВД нас немного обманывает этим бокс-артом. И не немного, а аж 2 раза. Первый – это номерами ДНР, на самом деле, а в декале их нет, как вы видите. И плюс скажу сразу, что в наборе нету тента, так что это такой двойной обман. Собственно, давайте перейдем к осмотру декалей. Тут, соответственно, номера подмосковные. Что тут еще, видите, звездочки. Это такой флер дорожной романтики, такой перестроечный. И плюс значки разных транспортных компаний, я так понимаю. Вот. Тут больше, наверное, ничего интересного нет, кроме, наверное, обратной стороны, где можно посмотреть на другие зелки от АВД. Довольно-таки интересно. У меня, кстати, в сборке был такой зелок-мусоровоз. Вот. И тут, кстати, примечательная надпись, что товарный знак используется по лицензии некого ООО ЗИЛ IP. Вот. Им, видимо, принадлежат все права интеллектуальной собственности. Вот. Итак, время собирать, но мы просто откроем коробочку. И тут, собственно, инструкция. Инструкция, она, видите, тента нет. Так, посмотрим. Как всегда, схема расположения деталей. Тут, видите, все просто. Один разворот, ну и здесь кабина с рамой и кузовом. И сборка. Сборка, видите, простая. В шаге всего лишь 3-4 детали. Из шагов не так уж и много. Всего лишь их тут сколько? 15 шагов. Так что довольно-таки просто. Можно собрать за один вечер такой прекрасный грузовичок. Вот. Да, все. И конструкторские чертежи и виды, которые помогут, если что, сориентироваться, куда что приклеить. Кстати, когда я училась, на 7-м этаже моего университета напротив деканата был похожий, по-моему, даже и бычок в тех же самых чертежах. Это был образец дипломной работы. Так, ладно, закрываем, переходим дальше к просмотру содержимого. И здесь у нас буклетик. И там то же самое практически. А нет, видите, еще один зелок. Мне он очень нравится, такой самосвал. Прикольно. Буклетик. Так, давайте придем к деталям. Наверное, самая интересная кабинка. Видите, она какая? Сейчас я ее открою. Вот такой алюминиевый кусочек с гравировкой ЗИЛ. Вроде достаточно неплохо. Но после грунта будет понятнее, насколько она хороша, вылита эта надпись. Так, перейдем дальше. И следующий литник. Собственно, он и основной. Да, тут, как всегда, много разбросанных деталей. Хорошо, что это все в пакетике. Кстати, у меня тут есть сувенирчик. Видно вам или нет? Засушенный паук. Вот это да. Вот это новости. Надеюсь, что он не из Китая, как и некоторые сюрпризы в этом году, можно так сказать. Открываю литнички. Так, паучок пусть остается в пакете. Нет уж, пожалуй, я не хочу с ним дружить. Вот. И, собственно, все детальки. Классические диски. Бампера.
Вот рессорки, зеркала. Не знаю, все очень просто и быстро, я думаю, будет. Вся кабина, видите, одной деталью. Вот. Даже вот дворники, их же и не придется использовать, так как там есть в наборе фотоотравленные дворники. Так, как бы так достать, чтобы не касаться этого паучка, я как-то с ним не хочу дружить, не хочу. Вот, и остались еще руль, я так понимаю, брызговики. Вот, и следующий пакетик с рамой и кузовом. Так, тут, надеюсь, никаких сюрпризов не будет. Вот рама, видите, она тоже одним литником вместе с днищем. Ну, не знаю, слишком упрощенный двигатель. Собственно, кто его и видит в собранной модели. И вот такой металлический кузов. Вот. Давайте откроем литничок со стеклами. Вот, все простенько. Лобовое стекло. Жалко, что оно немножко, по-моему, поцарапано. Да. Ну, я думаю, и настоящие могли иметь такие же царапинки. Вот, и много маленьких сигнальных фар и значков. Ну, что неплохо. Ну и самое интересное, наверное, это шины тоже. Насколько они хорошо проработаны. Вот, маленькие такие, с неплохим протектором и надписью Кама. Да, и все четко видно и понятно. В принципе, неплохо. Очень даже неплохо. И бывало и хуже. Вот, и вот маленький такой пакетик с дворниками и ступицами. Все, ничего лишнего, кроме паука. И, конечно, ну и декали, мы их видели на коробке. Все, приступаем к сборке. Начну сборку с кабины бычка. При сборке я использую стандартный для меня инструмент – кусачки, надфили и модельный нож. Клей я использую специальный для АБС пластика. Именно из такого пластика сделаны детали набора. В интернете есть много споров, надо ли вначале полностью собирать модель или потом красить в сборе, или красить детали по отдельности, а потом уже собирать все воедино. И я думаю, что точного ответа на этот вопрос нет, каждый делает как ему удобно. Я считаю, что набор от ИВД мне вначале удобнее собрать, а потом красить, так как у них не очень богатая детализация, а у автомобилей в 24 масштабе нужно красить многие узлы и детали до сборки. Сборка прошла очень комфортно, это очень простая модель сборки, да и в окраске тоже. Меня часто спрашивают, какую модель от ИВД лучше построить первой, и я могу смело ответить, что бычок это, наверное, самая легкая в сборке, да и в окраске модель. Она идеально подойдет для новичка. Эту модель я собрала ровно за один вечер, а это примерно 1,5-2 часа. Примеряю все элементы модели в сборе и приступаю к самой интересной части постройки любой модели – это окраска. После обезжиривания грунтую модель красным грунтом от ZIP, особенно это касается кабины. Она сделана из металла и краска на ней порой очень плохо держится, так что грунт – это обязательная часть покраски модели. Также модель можно грунтовать из баллончика автомобильными грунтами, но тут надо быть очень внимательным, потому что иногда краска из баллончика ложится очень толстым слоем. После грунта покрываю модель основным цветом. Для рамы я использовала черную краску от АК 3-го поколения. У нее очень приятный графитовый оттенок, который, мне кажется, идеально подходит для окраски металлических рам автомобилей.
Делаю пришейдинг на кабине и кузове. Пришейдинг — это такой прием, при котором рисуются тени, где они должны быть, до окраски базовым цветом. Колоритное название автомобиля «Бычок» возникло, скорее всего, как своеобразный ответ «Газели» Горьковского автозавода. Оно более чем успешно стартовало на рынке несколькими годами ранее ЗИЛОС 5301. Некоторые предписывают это наименование тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову, который, как известно, был неравнодушен к заводу имени Лихачева и активно способствовал продвижению его продукции на внутреннем рынке. Кстати, заводской отраслевой индекс 5301, очень популярный в конце 90-х, начале 2000-х автомобиль «Бычок», получил по ошибке с легкой руки некого работника Министерства автомобильной и тракторной промышленности. При выдаче свидетельства на производство данной модели была перепутана первая цифра. Согласно принятому в отрасли стандарту, там должна была быть тройка. Сразу эту ошибку не заметили. И когда ошибка обнаружилась, было уже поздно, наименование уже разошлось по всей технической документации, и трехтонный «Бычок» стал носить индекс, соответствующий тяжелому классу грузоподъемности. В качестве базового цвета кабины возьму небесно-голубой акрилат Pacific. Нанесу его на кабину так, чтобы не закрасить пришейдинг. Потом добавляю белый в базовый цвет, чтобы получить нежно-голубой оттенок, и наношу его тонким слоем на выступающие поверхности машины, крылья, и так, чтобы выштамповку на капоте сделать визуально более объемной. И светло-серым окрашиваю кузов. Черным цветом пройдусь по тем элементам кузова, которые, собственно, и должны быть черными. Это защитные решетки и брызговики. После нанесения глянцевого лака сделаю смывку. Смывка в данном случае — это черная масляная краска, разбавленная white-спиритом, так, чтобы она легко затекала в углубление. И прохожусь ей по кузову и кабине. Уже в начале 90-х годов новые экономические реалии совершенно не способствовали успешным продажам устаревших и прожорливых бензиновых среднетоннажных зиловских грузовиков. Дальше ситуация только усугублялась. Спрос на эту продукцию стремительно обваливался, а предприятие погружалось в затяжной кризис. Резко сократились военные и государственные заказы. Оставшееся без поддержки сельское хозяйство вообще перестало закупать новые грузовики. Рынки вчера еще дружественных стран тоже оказались потерянными. Вместе с тем рос и пополнялся целый новый класс общества — мелкие и средние руки предприниматели, заинтересованные в машинах для перевозок малых партий грузов на короткие расстояния и в городах. На ГАЗе раньше поняли, как нужно поступать, и запустили в производство разработанные с оглядкой на Ford Transit малотоннажные грузовики и микроавтобусы «Газель». На ЗИЛе еще в 1992 году спешно разработали компактный грузовик классом выше «Газели» трехтонный ЗИЛ-5301 полуторной компоновки, но запустили его в серию сумели лишь спустя 4 года. Основной причиной такого длительного промежутка назвали отсутствие подходящего двигателя для новой модели. В 1996 году, когда «Бычок» был запущен в серию, основными владельцами завода имени Лихачева был кооператив «Микродин», торгующий бытовой техникой и электроникой. Надо отдать должное его основателям Дмитрию Зеленину и Александру Ефанову. Они пытались осуществить непростую задачу выживания и развития предприятий в условиях свободного рынка. Но то, как они стали владельцами завода, остается под вопросом. Предполагалось разработать несколько универсальных платформ грузовиков и собирать на их базе автомобили под конкретные заказы. Первенцем, флагманом этой стратегии и основным кормильцем завода на ближайшие годы должен был стать «Бычок». Для скорейшего его запуска в серию в качестве временной меры было решено комплектовать ЗИЛ-5301 тракторным 4-цилиндровым дизелем Минского моторного завода. У этого мотора была автомобильная модификация D245 мощностью от 109 до 136 лошадиных сил.
Практика впоследствии показала справедливость поговорки «нет более постоянной вещи, чем временная мера». Крашу в черный цвет корпуса и кронштейны зеркал заднего вида и ручки. Также придется очень аккуратно обвести черным цветом эмблему ZIL. Алюминиевым цветом крашу отражатели на фарах и черным цветом раскрашиваю корпуса фар. Бычок у меня получится как бы с мешочками под глазами, уставший немного. Рекорд производства бычков, 22 единицы в год, был поставлен именно во время управления заводом предпринимателями из Микродина, кстати, физиков по образованию. Через несколько лет Микродин под нажимом столичных чиновников был вынужден уйти с предприятия, продав свои акции городу по номинальной цене. Московское правительство аккумулировало свыше 68% акций ЗИЛа, которые вскоре в шутку стали называть заводом имени Лужкова. Бычки очень активно и настойчиво стали пристраивать на рынке в качестве государственного и муниципального заказов различным фирмам, тесно связанным с мэрией столицы. Вместе с солидными льготами и регулярными финансовыми вливаниями из госбюджета это позволило держать предприятие на плаву. Но вот продажи бычков, так сказать, в свободном полете год от года неуклонно снижались. Люди все чаще выбирали не их, а газовские валдаи и расплодившиеся в широком ассортименте китайские и корейские компактные дизельные грузовики. Объемы производства ЗИЛ-5301 сократились с 12 тысяч автомобилей в 2000 году до тупиковых 527 единиц в 2008 году. В 2011 году было объявлено о переносе производства бычков на Петровский завод автозапчастей «Амозил» Саратовской области. Был организован торжественный запуск линии по сборке автомобилей ЗИЛ-5301 на этом предприятии. Однако уже в 2014 году в истории производства автомобиля бычок была уже окончательно поставлена точка. Также наношу декали, номерные знаки. Прочие украшения кабины в виде звездочек я решила оставить в запасе. Машина у меня в подмосковная, о чем говорит номерные знаки 50-й регион. В чем причина заката такой перспективной модели? Наверное, в не вовремя проведенных модернизациях, в низком качестве сборки машин, в том, что по самому своему расположению на сотнях гектарах дорогой московской земли завод ЗИЛ был обречен на уничтожение. В затягивании запуском в серию более современных и конкурентоспособных преемников бычка ЗИЛ 4362 Тапир. После применения матового лака сделаю прием масляные точки, чтобы показать, что машина все-таки немного покаталась по подмосковным дорогам, но совсем чуть-чуть. Судя по многочисленным отзывам, бычок в целом хорошая машина при условии постоянного ухода и пристального внимания к ней. В этом смысле ЗИЛ-5301 довольно требователен. Как выразился один опытный бычковод, если на бычке будет ездить сам хозяин, то машина будет зарабатывать, а если будет ездить водила, то через пару месяцев ее можно продавать. К чему нет особых нареканий ни у одного из владельцев, так это минский движок бычка. Надежен, тяговит, в работе экономичен. С грузоподъемностью все более-менее чем нормально. Автомобиль спокойно берет на борт и обещанные 3 тонны, и сверх этого предела. Груженный ЗИЛ-5301 по свидетельствам владельцев ест около 20 литров солярки на 100 километров, пустой около 12. Никаких проблем за все время эксплуатации не вызывают даже такие элементы, как сцепление и коробка передач, являющиеся бесспорно надежными и долговечными. Очень многие владельцы называют бычок конструктором для взрослых. В итоге за несколько лет работы на бычке можно стать настоящим слесарем высшего класса. Куча мелких поломок и проблем возникают регулярно и периодически. Любой, кто задумывается о покупке бэушного ЗИЛ, должны иметь крепкие нервы, сообразительность и золотые руки, или же срочно начать их отращивать. Однако все эти хлопоты компенсируются дешевой ценой машины и запчастей на нее, ее экономичностью и рентабельностью в работе.
На электронных досках объявлений имеется немало предложений о продаже поддержанных автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» конца 90-х, начала 2000-х годов выпуска. Цена невысокая, просят от 150 до 400 тысяч рублей за грузовой фургон в зависимости от технического состояния машины. Несколько дороже стоят «Бычки» с установленными на их шасси кранными манипуляторами, оборудованием для эвакуации и прочими спецмашинами. За них просят порядка от 500 до 700 тысяч рублей. Ну и финальный этап работы – это работа с деталями из прозрачного пластика. Мне нужно покрасить в черный цвет уплотнители на стеклах. И это очень тонкая и муторная работа. Делаю я ее кисточкой. Также раскрашиваю поворотники и задние огни прозрачной краской по стеклу. Так они выглядят более естественно. Далее я использую метод сухая кисть, чтобы выделить рельеф машины. Особенно это будет заметно на черной раме. И я совсем забыла покрасить глушитель в алюминиевый цвет. Это надо исправить. Вот такой у меня получился символ наступающего года – металлический бычок.
Как он вам? Работа над ним мне очень понравилась. И это очень простая в сборке и работе модель от АВД. И стоит она относительно недорого, около 1500 рублей. И я считаю, что это идеальная модель для новичка в этом хобби. Так что до новых встреч. Пока-пока.